Я вас приветствую. Дайте знать, слышно или видно, или только слышно. Мы и на YouTube, и на VK. Надеюсь, нас показывают и там, и там. Добрый вечер. Меня зовут Егор, я программист. Каждую пятницу мы проводим прямые эфиры, в которых вы задаете мне вопросы от программиста к программисту. Я вам стараюсь ответить максимально откровенно и максимально полезно. Вопросы наиболее интересные для меня – это вопросы, касающиеся архитектуры программных систем, менеджмента команд программистов и, конечно же, философии программиста в целом, как живых существ. Мы включаем запись и начинаем с первого вопроса. Все это занимает у нас 1 час. Если какие-то помехи со связью, меня не видно или не слышно, пишите в чат, я буду проверять регулярно. Итак, первый вопрос. Как понять, что митингов слишком много, и как эффективно их оптимизировать, чтобы сохранить фокус на работе? Как следует убеждать менеджмент сокращать коммуникационную нагрузку? Менеджмент организует митинги для того, чтобы каким-то образом получить управляемость над командой, над той группой людей, над которой этот менеджмент поставлен. Чем больше митингов, тем меньше у менеджмента управленческой компетенции, и тем меньше менеджмент способен грамотно управлять. Митинги – это выход из положения. Это то, что делаем, когда другого выхода нет. Представьте себе, вы программист, и у вас команда дантистов, 20 человек. И вы попали в клинику, вы менеджер, директор клиники, все дантисты выполняют свою работу, но клиенты жалуются. У клиентов по-прежнему болят зубы, клиенты недовольны, клиенты не возвращаются, выручка падает. Что вы будете делать? А вы программист, вы не дантист. Вы ничего не понимаете в том, что делают эти люди. Вы будете собирать митинги один за другим. Вы будете каждое утро общаться с этой командой. Вы будете расспрашивать у них, в чем же дело. Вы будете пытаться давать им какие-то советы. Вы будете разговаривать и разговаривать. А зубы будут болеть, продолжать. Вот примерно то же самое происходит с командами программистов, которые попадают в руки безграмотным менеджерам. Вместо того, чтобы наладить систему оценки работы этой команды и сбора информации грамотной, менеджеры собирают вас в комнату и проводят 2-3-часовые митинги. Вы спрашиваете, что делать, чтобы сократить количество этих митингов. Если нужен конструктивный совет, то попытайтесь дать менеджменту в руки какие-то инструменты управления. Если у него их нет, значит он безграмотный, некомпетентный, не знает, как их настроить. Настройте за него. Дайте ему какие-то метрики в руки. Расскажите, как вас оценивать. Предложите ему способы оценки ваших результатов, оценки качества вашего кода, оценки качества деплоймента, стабильности релизов и так далее. Если вы хотите неконструктивный, вредный совет, то такой смешной совет, то, конечно, саботируйте эти митинги. Приходите на митинги с ноутбуками, сидите на этих митингах и занимайтесь своим делом, кивайте, соглашайтесь, ничего конструктивного не предлагайте, выслушивайте весь этот бред, который говорит вам менеджмент, и уходите с митингов так же, как вы туда пришли, так же и уходите. Не стройте иллюзий, не пытайтесь помогать менеджменту в этом случае, если вы настроены саркастично и деструктивно. Не пытайтесь им помогать, пусть они сами погибают в своей некомпетентности, а вы с удовольствием наблюдайте за этим с улыбкой, понимайте, что все это катится, сами понимаете, куда. Следующий вопрос. Как вы проверяете информацию на подлинность? Считаете ли вы, что вами манипулируют по жизни? Относите ли вы себя, как человек, к стаду? Безусловно, отношу себя к стаду. Я понимаю, что нами манипулируют. Информацию проверить практически невозможно. Пытаюсь просто сужать сферу моих информационных интересов. У меня даже есть статья на блоге, не так давно написанная, в которой я предлагаю всем делать то же самое.
не расширять сферу своих информационной любознательности, а наоборот сужать. Интересуйтесь только тем, что вас касается, и то, в чем вы действительно можете быть профессионалом, и что вы можете действительно проверить. Вот туда обращайте внимание. Прекращайте читать новости, прекращайте на них обращать внимание, на эти новости. Прекращайте их воспринимать как информацию, которая влияет на вашу жизнь. Где-то выбрали президента, где-то изменился политический курс, где-то приняли какой-то новый закон, где-то... Понимаете, что это вас касается крайне опосредованно. И вы получите больше, мне так кажется, больше удовольствия от жизни, если вы выберете узкую зону, на которую вы можете влиять. И там будете максимально заинтересованы, любознательны, любопытны. Так я стараюсь делать, по крайней мере. Я наблюдаю за политикой, безусловно. Мне интересно, что происходит. Но я понимаю, что это некий спектакль, некий театр, некое шоу, которое разворачивается у меня на глазах. Я с интересом наблюдаю, как если бы я читал интересный роман, читал бы книгу, и там происходили бы какие-то события. Ну, да, они там происходят, меня они захватывают, или в телевизионном сериале захватывают, мне очень интересно, но я не буду участником этого. Я понимаю, что был режиссер у этого сериала, я понимаю, что он сделан по определенным правилам, и мне нет смысла вникать и сопереживать так уж глубоко. Следующий вопрос. Друг работает на оборонном предприятии, Артем спрашивает. Там стек старый, PHP, Delphi, Bittrex. Ничего, наверное, не знают про Git и Docker. Не наверное, а точно. Как развиваться профессионально в таких условиях? Трудно развиваться профессионально в таких условиях. Я бы советовал из таких условий выходить, либо пытаться ситуацию изменять. На самом деле такая ситуация, она может быть даже на руку вам сыграть, этому вашему другу. Он может там стать лидером по внедрению новых технологий. Если бы он работал в крупной высокотехнологичной компании, где хорошо знают, что такое Git и Docker и самые современные технологии, то он был бы в хвосте, ему пришлось бы догонять. А так он, получается, впереди всех. Он может всем рассказать, что такое Docker, он может всем предложить это внедрить. Можно в этих условиях попытаться стать экспертом по внедрению новых технологий, по обучению людей вокруг вас, по их подготовке, по настройке систем, чего там, Git, систем контроля версий и так далее. Станьте лидером. И это на самом деле неплохой путь для карьерного роста. Если вы на таком предприятии получите такой и опыт, и вполне себе хорошую позицию, а дальше сможете пойти куда-то в другое место, где все это уже знают, но вы придете туда с навыком лидерства, технологического лидерства, с навыком борьбы с невежеством, разгильдяйством и тунеядством. И этот навык вы не получите в компании, в которой все хорошо настроено, и вам выделяют ваш кубик, и вы в этом кубике перед своим компьютером, и все процессы уже налажены, вам нужно только строчки кода писать. Тут развитие в этой области не произойдет. Следующий вопрос. Хочу начать вести свой блог, но не знаю, какую платформу выбрать. Telegram, свой сайт или что-то еще. Что порекомендуешь? Вроде бы в современном мире казалось бы, что, наверное, стоит использовать какие-то существующие платформы, типа Telegram, типа, может быть, Substack, где можно зарабатывать на своем блогинге. Может быть, даже Инстаграм, если вы даже программист. Я встречал программистов в Инстаграме, которые умудряются там писать. Но все-таки кажется мне, что свой сайт лучше, потому что на своем сайте вы сможете не только донести информацию, но и визуально передать себя, передать свои не только мысли, но и эмоции вокруг ваших
блоков кода и вокруг ваших технологических мыслей и идей. По крайней мере, мне этим нравится ведение моего блога, потому что там я могу выбирать цвета, я могу выбирать форматирование, я могу делать так, как я это чувствую. Я могу вставлять те картинки, которые мне нравятся. И в определенной степени мой блог – это отражение моего внутреннего ощущения прекрасного в области технического писательства. Если у вас есть на это силы, на то, чтобы визуально представить себя в цифровом пространстве, то, конечно, делайте свой сайт, это будет куда больше удовольствия доставит вам, чем вы будете в Телеграме, как все, в том же формате, как и все, писать, используя те же способы форматирования, те же картинки, тот же стиль визуальный. Казалось бы, так кажется, что вроде бы телеграммные блоги, они больше подходят под, может быть, под журналистов, под политиков, под, может быть, бьюти-блогеров. Да и то, если бьюти-блогер, я бы тоже посоветовал иметь свой сайт, потому что там можно визуально себя самовыразить. Я думаю, что не погибнут блоги в форме собственных сайтов. Хотя, вроде бы, казалось бы, что к этому мы должны идти, потому что эти платформы типа Телеграма и типа Substack, например, они становятся все более и более мощными и удобными. Но надеюсь, не то что надеюсь, уверен, что собственные сайты, они будут всегда. Следующий вопрос. Почему SeedRamp закрыт? Планируете ли открытие? Спрашивает Дориан. SeedRamp – это такой инвестиционный фонд, микроинвестиционный, которым я занимался, когда жил в Калифорнии, в Силиконовой долине. Это было 7 или даже 8 лет назад. В то время были на это деньги, и на это было желание, и казалось, что можно таким образом что-то интересное сделать и сказать какое-то новое слово в области инвестиций. Я по-прежнему думаю, что таким образом можно сказать новое слово и можно помочь рынку стартап-инвестиций, но для этого нужны партнеры, и пока я не занимался активно их поиском. Если у вас есть желание подключиться к этому проекту, то мы можем его восстановить, и, например, на территории России. Тогда это была Америка, мы можем продолжить это начинание. Идея там была очень простая для тех, кто не в курсе. seedramp.com. Идея в том, что любой стартап может подать заявку в этот фонд. И мы гарантируем, что мы выслушаем всех, кто пришлет заявки, если они более-менее логичны, более-менее подходят под наш профиль. То есть мы, конечно, не будем выслушивать питчи от стартапов, которые предлагают построить новую кофейню, например. Но если у вас стартап в области IT, если мы видим, что это более-менее оформленное предложение, а не фантазия, то мы дадим вам 1 час времени. Вы придете к инвестору, то есть ко мне или к тому, кто будет со мной вместе, и сядете с нами за стол, и мы 1 час обещаем вас выслушать, задать вам вопросы, и, что самое интересное, в конце этого часа мы вам дадим деньги. Мы дадим вам микроинвестиции. Там была идея до $20 тысяч. То есть мы дадим вам столько денег, сколько стартапу обычно должно хватить на следующий месяц или 2 проживания и самообеспечения. Вы знаете, что в Uber, например, одни из первых инвестиций были 5-10 тысяч долларов, им давали 20 тысяч долларов. Это примерно те суммы денег, которые на старте нужны стартапу. Когда у вас молодой бизнес, вы сами еще молодой, ваш возраст здесь роли не играет, но бизнес ваш очень молодой, вам действительно нужно 10 тысяч долларов, чтобы дотянуть до следующего релиза. А там, после этого релиза, вы пойдете искать следующие деньги. И так вы от инвестора к инвестору сможете протянуть. И вот SeedRamp, такая была концепция его, что к нам можно прийти, час времени провести за столом с нами, со мной, поговорить, я задам вопросы, и в конце часа дам деньги, либо не дам деньги. И если я их не дам, то я объясню, почему я их не дал. Это вторая важная сторона инвестиций в стартапах, как я ее понимаю. Заключается она в том, что большинство инвестиционных фондов не дает объективную обратную связь. Это мой опыт так говорит. Вы общаетесь с инвесторами, они вас выслушивают, они вам обещают с вами
сказать, много чего обещают, потом вы уходите и вам просто не перезванивают. Или вам пишут какое-то письмо, в котором совершенно стандартные шаблонные фразы, говорящие о том, что вам не говорят правду. И это не помогает стартапу. Даже если стартап бестолковый, бессмысленный и дорога ему в корзину, то очень было бы здорово вовремя сказать об этом фаундеру, тому, кто принес стартап за стол и кто хочет получить свои деньги. Вот SeedRamp, он такую философию исповедовал. Мы вам прямо здесь, прямо сейчас расскажем, в чем вы не правы, и деньги не дадим. И более того, попробуем вас убедить, чтобы вы не продолжали заниматься этим стартапом. А если мы убедить вас не можем и не можем объяснить, почему мы не даем деньги, то мы деньги дадим. И последнее, что интересно, мы наш разговор снимем на видео и выложим на YouTube. И все увидят, как это происходило. И вот если вы не боитесь попасть в такой разговор, если вы не боитесь в публичном пространстве рассказать о своем стартапе, в конце услышать, почему вам не дают деньги или получить эти деньги, то приходите к нам. Такой был концепт 8 лет назад в Америке. И провели мы несколько десятков интервью, пообщались, они все доступны на YouTube. И даже 3 инвестиции сделали. Кому-то $10 тысяч, кому-то $5 тысяч. Но это дальше не пошло, эти инвестиции не сработали, как и должно было быть, как и ожидалось. При таких микроинвестициях 99% из них, они, конечно, в корзину должны идти. Но какая-то одна из них должна была, по идее, сработать. Такая была задумка. Но 100 инвестиций мы не сделали. Сделали всего 3, и потом это все остановилось и не продолжились. Если у вас есть деньги свободные и желание в этом поучаствовать, то пишите. Вполне можем продолжить. Мне кажется, что эта идея рабочая, но она должна иметь, крупный капитал должен стоять за этой концепцией, несколько миллионов $, а может быть и больше, которые не жалко потратить, которые не жалко раздать в таких множественных инвестициях. Не одну-две, не 1-2 стартапа, а проинвестировать в 100 стартапов. И вот после 100 инвестиций, я думаю, что какой-то один из них вполне может оказаться Uber'ом, и вполне можно вернуть потом, как инвесторы в Uber вернули себе в несколько десятков или сотен тысяч раз больше, чем они вложили. Следующий вопрос. Антон спрашивает, какая цель создания EOLang? Идея в том, чтобы сделать такой язык программирования, объектно-ориентированный, который является максимально элегантным в нашем понимании этого слова. Язык, который лишен примесей, лишен компромиссов, лишен слабостей, которыми наполнены многие языки программирования, которые допущены туда под давлением программистского сообщества. Много в Java, в C++, в Python есть фич и возможности, которые появились там, потому что программисты так хотели. И давили на создателей языка. Может быть, создатели языка сами шли на уступки. Но в итоге мы получаем языки, в которых можно делать многое, и это многое приводит к появлению некачественного кода. Некачественного в каком смысле? Кода, в котором много ошибок, который трудно понимать, который трудно поддерживать, который превращается в недокументированный, недокументируемый, непонимаемый, difficult to understand. Код, который трудно понять. Мы предполагаем создать такой язык, в котором все очень строго. И эта строгость, которую мы туда закладываем, по нашим предположениям, должна привести к интересным результатам. Каким конкретно, мы сами на этом пути сейчас находимся. Мы не знаем точно, что на выходе получится. Может быть, это будет высокая верифицируемость программ. То есть вы написали программу, а вам еще до ее старта уже компилятор говорит, в каких местах будут ошибки, и говорит это с высокой точностью, точнее, чем он бы сказал вам на языке Java. Например, конкретный пример. У нас в языке нет, например, reflection. Вы не можете менять программу по ходу ее выполнения. И вы не можете даже узнать ничего о своей программе, пока она выполняется. Вы не имеете информации например, о типах и вообще о том, что
чем является объект, который к вам пришел как аргумент. Вы можете только его использовать, вы можете только вызывать на нем те методы, которые у него есть. Но вы не знаете, какого он типа, вы не знаете, какая у него структура, вы даже не знаете, какие у него методы есть. Вы в рантайме получить эту информацию не можете. В Python, в JavaScript, в Java эту информацию, в C# вы можете это получить. У нас строже. Вы не можете. Мы предполагаем, что эта строгость, как я сказал, даст интересные результаты. Какие мы ищем пока? Мы ищем, смотрим. У нас еще и строгости-то, в общем-то, нет до конца, которой бы нам бы хотелось. И нет еще пока концовки. Мы не знаем, к чему мы выйдем, на какие рубежи нас выведет эта траектория. Так, следующий вопрос. Помню ли я формулу дискриминанта? Вы мне каждый раз что-то сложное спрашиваете, но дискриминант я помню. Да, это... Так. Это прекрасный вопрос. Я ее помнил, но сейчас не скажу. Забыл. Вы правы. Надо еще упростить вопрос. Я вижу, что вы идете от более сложного к более простому. До этого были вопросы еще сложнее. Но дискриминант я должен был помнить. Ну вот, не помню. Так, следующий вопрос. Роман спрашивает. На работе постоянно загружают работой. Нет времени на развитие. Что делать? Мне кажется, что работаю 12-15 часов. Плюнуть на работу. Пишу на C++. Ну, да, это, наверное, ситуация такая типичная, когда менеджмент загружает вас работой, или вы сами загружаетесь, и нет времени на развитие. Ну вот, мне не очень понятно, как можно работать и не развиваться одновременно. Видимо, проблема в этом. Не в том, что вы много работаете, а в том, что вы делаете то, где вы не развиваетесь. И вот с этим нужно что-то делать, прекратить так действовать. Ищите для себя ежедневно задачи, которые отличаются от тех задач, которые вы решали вчера. Используйте новые языки программирования, используйте новые фреймворки, используйте новые системы тестирования. Допустим, вы пишете какой-то большой софт, который уже legacy-система, в котором сотни тысяч строк кода, он написан не вами, и вы вынуждены добавлять в него просто новые функции, исправлять баги, это все рутинно, и вы каждый день по 12 часов это делаете, потому что начальник от вас этого требует. Ситуация неприятная, но давайте представим, что вы в этой всей ситуации используете каждые несколько дней или каждую неделю, каждый месяц, находите новые способы тестирования этой системы. Применяете новые фичи в системах тестирования, новые фреймворки, пытаетесь сделать систему расчета покрытия тестов и так далее. Вас это как будто бы не просят делать, но вы для того, чтобы развиваться, вы эту технологию или эти технологии пытаетесь применять. Это первое, что бы я делал, попав в такую ситуацию. Второе, ну, например, я бы писал бы, может быть, статьи на блоге о том, что там происходит. Вы что-то делаете, у вас наверняка какие-то интересные могут быть в этом legacy коде интересные находки, вы можете видеть, что что-то сделано плохо, а вы это отрефакторили. У вас эти способы рефакторинга могут появляться, и вы можете их, допустим, сравнивать с книжными примерами. Читать книги, касающиеся программирования, и находить, что говорят в книге и что в вашем коде. Сравнивать, показывать, писать об этом какие-то статьи, публиковать на Хабре, например. Вот вам еще один способ развития. То есть находите из той рутинной работы, которая есть, что-то, что вас в сторону немножко, даст вам возможность сделать шаг в сторону. Если вы мне сейчас скажете, что это невозможно, потому что от вас требуют delivery 12 часов в день, то я вам не поверю. Такого начальника трудно себе представить, это раз. А во-вторых, мало кто из начальников понимает, какая у вас реально возможная скорость. Если только ваш начальник это не PR-программер, который сидит рядом с вами и смотрит в ваш монитор, тогда да, вам не получится скрыть вашу активность. Но обычно начальник с вами общается раз в неделю или раз в 2 недели. И вполне можно ему подрассказать, что вы не 1 день этим занимались, а 3 дня. И он вполне это проглотит, если вы сидите в офисе, не отлыниваете, он вас видит, вы не гуляете. Он не будет напрягаться, если вы на 3 умножите свою сложность тех задач, которые вы решаете. Следующий вопрос.
Первая ступень open source кунг-фу уже кажется довольно серьезным и непростым шагом. Существует ли 0,5 степень или 0.1 ступень, как искать проекты для участия? Это отсылка к видео, к выступлению, точнее, которое у меня на YouTube-канале, на этом канале, который вы смотрите, опубликовано. Несколько месяцев назад на конференции в Нижнем Новгороде я рассказывал о 9 ступенях open source кунг-фу, по которым можно пройти, и попав на 9 ступень, вы станете свободным и финансово, и технологически. У вас появится технологический и финансовый суверенитет, как это модно сейчас говорить. Ну и вот на первом уровне, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, там был первый шаг, это когда вы отправляете куда-то pull request, и этот pull request принимают. Значит, вы попали на первый уровень, вы кому-то оказались нужны, вы сделали contribution, который кому-то нужен. Ну, что может быть ниже, чем этот уровень? Наверное, это когда вы отправляете куда-то баг-репорт. И этот баг-репорт тоже принимают и говорят: спасибо, действительно, у нас тут ошибка, мы исправим, спасибо за репорт бага. Но я тут не уверен, что это ниже уровень, чем pull request, потому что если проект стабильный и большой, то, может быть, найти там баги будет даже посложнее, чем сделать pull request. Ну, в общем, вопрос интересный, так сказать, с определенной долей юмора. Давайте вторую часть. Как искать проекты для участия? Но вы должны смотреть на то, чем вы пользуетесь. Вы же как программист не можете не использовать open source библиотеки. Вы обязательно что-то используете, какие-то фреймворки для тестирования, для чего угодно. Сейчас невозможно без открытого кода. Посмотрите на то, чем вы пользуетесь, и ищите там слабые стороны. И эти слабые стороны пытайтесь исправить. Не относитесь к этим фреймворкам как к коробочным решениям коммерческим, которые вы либо используете, либо не используете. Считайте, что это открытые продукты, которые вполне можно изменять, вполне можно в них вносить свои дополнения. Ну и приходите к нам. У нас масса проектов, которые мы ведем, у меня в том числе и у нашей команды. Напишите мне в Telegram, и я вам дам ссылки, куда можно отправлять свои pull-реквесты. Я не обещаю, что мы их будем принимать, но отправлять к нам, конечно же, можно. И нужно. Следующий вопрос. Каким вы были в детстве? Какие уроки вам пришлось выучить, чтобы исправить некоторые юношеские недостатки и убеждения? Спрашивает Крис. Дайте я подумаю секунду. Ну, наверное, самый главный урок, который я выучил, это которому меня учили в детстве, но я его не учил. Это такая простая народная мудрость: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Казалось в детстве, что и без труда вытащишь. Казалось, что многое можно сделать, многое может получиться просто потому, что очень хочешь. Многое можно воплотить в жизнь, просто используя энергию, используя уверенность в себе, так, нахрапом. Подошли, взяли и подняли вес, и все хорошо. Со временем оказалось, что это не так, и пришлось поменять это убеждение и поверить в другую концепцию. Ну, действительно поверить в то, что без труда не вытащишь и рыбку из труда, что действительно в каком-то стабильном и в гарантированном результате должно быть большое количество инвестиций и времени, и экспертизы, и боли определенной, через которые нужно пройти. Если бы я так действовал, будучи студентом, то я бы, мне кажется, большего бы достиг, и меньше было бы разочарований. Я к этому вас призываю. Я постоянно вспоминаю фразу, вроде бы, которую сказал Билл Гейтс. Он сказал, что многие переоценивают то, что можно сделать за год, то, сколько можно сделать за год, и недооценивают то, сколько можно сделать за 10 лет. Вот в этом я вижу мудрость
людей, которые хотят, у которых получилось достичь чего-то большого. За год большое не получится достичь. За 10 лет получится. Но многие из нас думают, что нужно за год, и 10 лет вкладывать не хотят. 10 это много, я не хочу. Много таких людей я встречал, которым говоришь, вот они приходят, часто мне пишут e-mail и спрашивают, что мне делать, я хочу быть программистом, хочу, чтобы у меня получилось. Я говорю, ну хорошо, давайте лет 5-6 вы поработаете вот с этим проектом, и у вас вполне что-то начнет получаться. Люди не отвечают на эти e-mail больше. Никто не хочет 5 лет над чем-то работать. Все хотят 5 месяцев над чем-то работать, а лучше 5 дней. Может получиться и за 5 дней, может получиться за 5 месяцев, но с таким же успехом у вас получится выиграть в рулетку. Вы можете зайти в казино, поставить на цифру 14 все свои деньги и стать миллионером за одну минуту. Но как много наших слушателей сможет стать миллионерами, используя этот совет? Наверное, мало. И поэтому совет такой давать мы не будем. А вот 10 лет потратив на какую-то экспертизу, на ее построение, потом можно вполне себе почивать на лаврах. Следующий вопрос. Что вы думаете о языке Go? Меня почему-то каждый раз спрашивают про этот язык. Я уже собираюсь таки сесть его и выучить. Я не знаю язык Go, я на нем ничего никогда не писал. Так что давайте к следующему эфиру я напишу программу на языке Go и вам всем расскажу, что я про него думаю. Так, следующий вопрос. Представим, что уже все получилось. Работа у Илона Маска, опыт признания и все остальное. В какой момент пора уходить в свой стартап или бизнес? Я не уверен, что вообще нужно уходить в свой стартап или бизнес, если, как вы говорите, все получилось, есть опыт и признание. Какой смысл уходить в бизнес? Если у вас есть опыт и признание, то, наверное, у вас и денег достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, люди обычно идут в свой бизнес либо потому, что у них не получается в компании работать, не получается быть наемным сотрудником, им это некомфортно, либо если они хотят больших очень результатов, больших денег. Ну, если у вас прям очень больших денег. И это деньги в основном нужны людям не потому, что им нужно семью кормить, а у них какие-то амбиции, у них какой-то что-то болит в голове, и им хочется быть... Их интересуют цифры уже, а не то, что можно на них купить. Они никогда и не потратят эти деньги. У них эти деньги просто лежат где-то там на счетах на банковских в виде цифр. Они даже их не используют-то толком. Ну, они пользуются очень небольшой частью этих денег. Все остальное уходит куда-то в фонды по наследству, и так они и умирают просто богатыми людьми. Но на полную они их, конечно же, не используют. Это какая-то другая задача. Если у вас все хорошо, зачем вам переходить в эту цель, если вы спокойно можете оставаться наемным сотрудником и приносить пользу и обществу, и той компании, где вы находитесь. Так, давайте я посмотрю вопросы на ВК. К сожалению, прошу прощения, я туда не заходил еще. Так, вопрос из ВК. Сколько ты сегодня сделал отжиманий? Я стараюсь, каждое утро делать 30 отжиманий. Вот сегодня утром сделал 20. Но я был сегодня в спортзале, так что я сегодня пожал с груди на наклонной скамейке 80 килограмм. 4 подхода по 8 раз каждый. Так, дальше. Что ты думаешь о функциональных комбинаторах? Ты говорил синтаксис, который позволил бы не создавать переменные. Комбинаторы решают эту проблему. Это можно реализовать в EO, что я и делаю. Ну, если вы знаете, как это реализовать в EO, и вы это уже делаете, то обязательно присылайте нам свои изменения, changes, pull request. Мы будем смотреть, с удовольствием примем, проанализируем. Нам это очень интересно. Следующий вопрос. Как вы относитесь к нескольким full-time работам без плохого влияния на результат? Был ли такой опыт? Да, конечно, и опыт такой был, и я нормально к этому отношусь. Если вы выполняете, и у вас получается, и довольны ваши заказчики, и вы не обманываете их при этом, ну, не обманываете в каком смысле? Вы, конечно, их обманываете, если вы и там говорите, что вы full-time, и вам платят за 8 часов рабочего времени в день, а вы тратите 4 там, 4 там. Но если вы не обманываете их по результатам, которые они от вас ожидают, то я не вижу в этом никакой моральной дилеммы.
Следующий вопрос. Пишу диплом, промежуточный результат приняли на уважаемую конференцию в Америку. Прилетели, так, тут история. Прилетели в Сербию, чтобы получить визу США. В России не выдают. Получил отказ. Консультант сказал, что слишком молодой и боятся, что я эмигрирую. Что думаете насчет этой ситуации? Реально ли получить визу в США молодому и русскому? Спрашивает Владислав. Я думаю, что отказы бывают и молодым, и не молодым, и русским, и не русским. Это своего рода лотерея. У меня масса знакомых, которые не получали визы в США с первого раза, потом подавали второй раз, потом подавали третий раз, и на четвертый раз им давали. Причем все 4 раза они подавали одни и те же документы. Просто еще раз, еще раз и еще раз. Есть такое ощущение, такое у многих людей, что там какие-то квоты в этих посольствах, особенно в американских, и они просто по четвергам всем отказывают, а по средам дают визы. Так что совершенно не напрягайтесь на этот счет. Ну, это первое. А второе, что я думаю по поводу этой ситуации? Жалко, обидно, конечно, что вы не попадете на конференцию. То, что у вас приняли статью, это куда более важный факт, чем то, что вам не дали визу. Не дали. Дело тут же не в этом. Дело в том, что вы из себя представляете. И раз у вас получилось эту статью написать и попасть на эту конференцию, и у вас ее приняли, то значит у вас получится на следующую конференцию и дальше, и все у вас будет хорошо, и тем более вы молодой. Через 5 лет вы будете смотреть на эту ситуацию с улыбкой и рассказывать это как анекдот. Как у вас первую статью приняли, но вы не полетели. У меня тоже первую статью приняли на конференцию. Я тогда жил в Украине, а конференция была в Австрии. И я подал свою первую статью, мне было тогда 22 года. И я был студентом, 4-й курс, по-моему, или 4,5. Я подал статью, сам написал, ее приняли. Я не полетел туда, у меня загранпаспорта не было. А сделать загранпаспорт нужно было потратить деньги, а денег у меня тогда этих не было. Там, по-моему, $100 нужно было потратить на какие-то консультационные услуги, а тогда зарплаты были у программистов $30, $40 в месяц. Это 90, по-моему, 7-й год, что-то такое. И это смешно, но я не полетел. Вот похоже на вашу ситуацию. Только у вас были деньги доехать до этой Сербии, подать документы, и вам отказали. Тоже ситуация анекдотическая. Будете ее рассказывать вот так вот. Пройдет время, будут у вас брать интервью у важного и известного ученого. Будете говорить, знаете, начиналось все вот так. Не дали мне визу и мою статью не опубликовали. Улыбнитесь, ничего тут страшного нет. Так, следующий вопрос. Продолжишь ли ты пользоваться VPN на фоне недавних новостей от Роскомнадзора? Я так понимаю, нельзя рекламировать, VPN сейчас. Это уже наказуемое деяние. Поэтому я не буду вас призывать использовать VPN. Скажу лишь только, что есть вещи, которые как программист вынужден использовать. Есть просто сервисы, которые не работают по-другому. Поэтому все-таки я думаю, что... моя такая надежда и мое предположение в том, что скоро все это закончится, и будет все меньше санкций, все меньше ограничений, и как-то этот железный занавес, который был выстроен за последние буквально несколько лет, так решительно и так стремительно, он также стремительно и будет разрушен. Вот запомните мои слова. Я думаю, что через год мы будем с вами общаться, и ситуация будет совершенно другой. Я все-таки думаю, что разум и здравый смысл, он в итоге возьмет верх над всем остальным. У всех стран, на всех континентах. Следующий вопрос. В Huawei практикуют парное программирование? И какое твое мнение по поводу этой техники? У нас практикуют. Вот мы сегодня парно программировали. Полчаса мы сидели рядом и разбирались в concurrency issue и не могли решить. И в итоге вдвоем сообразили, в чем проблема, сделали pull request и решили проблему. Да, нам для этого потребовалось сесть рядом за один компьютер и полчаса подумать. Поэтому практикуют, это прямо в офисе Huawei происходило. Мы не делаем это каждый день. И я думаю, что этого не происходит каждый день, потому что вот в телеграм-канале я только недавно задавал вопрос, почему парное программирование не популярно. И там было 4 варианта ответа. И я бы выбрал последний вариант. Последний там был вариант, потому что мы слишком умные.
И я объясню этот выбор. Мы слишком умные под те задачи, которые мы решаем. Средняя задача среднего программиста, ежедневно к нему поступающая, она проще, чем его мозги. В основном, в подавляющем большинстве случаев. Иногда раз в неделю, раз в месяц программист действительно сталкивается с задачей, где нужна помощь, где нужны мозги двух людей. Но это редко бывает. Сидеть постоянно вдвоем за компьютером и формочки в Spring фреймворке лепить одну за другой. Ну, зачем там второй программист? И один справится. Тут и одного много. Это робот может делать. Но когда нужно два, это полезно собраться вдвоем, но это редко. Поэтому мы too smart. Мы очень умные для тех задач, которые мы решаем. И, может быть, искусственный интеллект эту ситуацию как-то изменит в ближайшее время. Не знаю. Так, тут опять меня высмеивают с дискриминантом. Так. Как часто в работе используете inversion of control container? А мы не используем контейнеры вообще. Я считаю, что этот inversion of control container – это один из серьезных антипаттернов в объектно-ориентированном программировании. Посмотрите у меня на блоге статью на эту тему, поищите по ключевым словам dependency injection container. И там все сказано, как я негативно отношусь к этому паттерну. Так что у нас никаких контейнеров нет. Следующий вопрос тоже в ВК мы продолжаем читать. Какие, по вашему мнению, направления IT будут востребованы через 5-7 лет или в течение этого времени? Я думаю, что ничего особо не изменится. Я думаю, что хайп вокруг искусственного интеллекта стухнет потихоньку. Все это превратится в обычное дело, как просто у нас есть IDE. Мы, разрабатываем с помощью IDE. Когда-то у нас их не было, потом они появились. Да, у нас есть системы код completion. Раньше у нас их не было, теперь у нас код можно кнопку нажать, и код сам появляется. Удивительное дело, магия. Я нажимаю кнопку, и дальше дописывается строка до конца. Ну, от этого я не потерял работу, не нашел работу, зарплата моя не увеличилась, не уменьшилась, размер команды не увеличился, не уменьшился. Я думаю, что все будет тоже точно так же. Ну, просто появится больше хайповых проектов, связанных с искусственным интеллектом. Это правда, да. Но такое ощущение, что вроде бы мы как будто бы... мне так кажется, я не маркетолог, я не могу быть прям... не продуктовый человек. Я не могу вам сказать, что какая-нибудь ссора или какой-нибудь продукт яичный искусственного интеллекта, он там не имеет будущего или наоборот имеет будущее. Но ощущение такое, что вроде бы это должно, такой хайп, он должен немного стухнуть, и дальше будет просто рутинное развитие этих технологий, потихоньку их внедрение в жизнь людей. Так что я бы не напрягался, не задавал бы себе этот вопрос, что будет через 5-7 лет. Выберите какую-то технологию, какая бы она ни была. И в этой технологии будьте специалистом. Предполагать, что технология погибнет через 5 лет, не предполагайте. Вот то, что вы экспертом не станете, это очень вероятно. То, что у вас не получится удержаться в этой технологии, и вас будет из стороны в сторону раскачивать, там вам будут предлагать зарплату на 20% больше, вы будете идти в соседнюю фирму, туда менять технологию, потом разочаровываться, идти в третью фирму, там опять зарплата на 20% больше, вы опять будете разочаровываться, и через 10 лет будете никем. Ни там, ни там, ни там. Никем не станете. Вот вероятность этого супер высока. А то, что вы пойдете, например, в язык, я не знаю, умирающий язык, как говорят, язык Ruby, который я очень люблю, и станете экспертом по языку Ruby. И через 7 лет, или, как вы сказали, через 5-7 лет, этот язык никому не будет нужен, и вы такие сидите дома, эксперт по Ruby, один из лучших в стране, и у вас нет денег, потому что никому не нужен язык. Это невероятная история. Вот вероятность второго сценария, она на порядке ниже, чем вероятность первого сценария. Так что просто выберите что-то одно и будьте в этом экспертом. И у вас будет все очень комфортно, вы будете себя чувствовать.
Так, видите ли вы перспективы платформы .NET в России? Я у компании Microsoft не вижу никаких перспектив по моим личным эмоциональным антипатиям, которые я испытываю и к Windows, и в компании Microsoft. Так что про .NET меня не спрашивайте, я не люблю Microsoft и их технологии. Я считаю, что они, вот как Стив Джобс их не любил, вот я присоединяюсь к его нелюбви к Microsoft. Я считаю, что это компания, которая делает некачественные продукты, не стесняясь этого. То есть это компания, которая действительно ставит массовость и продаваемость на первое место. Это люди, которые делают ширпотреб, люди, которые делают фастфуд в области IT. Это айтишный фастфуд. Microsoft – это айтишный фастфуд. И любить его мне, как человеку, который написал книгу под названием Elegant Objects, не с руки. Так, следующий вопрос. После курса об open source для Иннополиса и лекции для Неймарка возник вопрос, какое у вас отношение к GitLab? Я заметил, что некоторый набор open source проектов выбирают для себя эту платформу, в том числе и крупные. Ну, вы знаете, GitLab... Я вообще не очень люблю копипаст решения. Решения, которые скопированы у конкурентов. Поэтому я Android не люблю, например. Я знаю, что первым был iPhone, и я видел это своими глазами, как появлялся iPhone, а потом сделали копию. Скопировали, содрали, идею украли, Стив Джобс пытался с ними судиться, огромные были судебные процессы, вы, может быть, даже не помните этого, это были 12-й год, 13-й, если я не ошибаюсь. Потом Стива Джобса не стало, все это утихомирилось, и все спокойно используют Android. То же самое GitLab. Был сначала GitHub, люди придумали эту концепцию, разработали, появился GitLab, полностью все скопировал один в один, начиная с интерфейса и заканчивая функциональностью. И мы должны его считать тоже игроком на рынке. Я понимаю, что они сделали открытый продукт, они сделали open source, в то время как GitHub был закрытой площадкой. Но я не испытываю большой любви к копипаст решениям. Можно было сделать open source, но свое, по-другому, со своими принципами, со своими идеями. GitHub придумал pull реквесты, а эти сделали merge реквесты. Ну вы думаете что-то свое. Нет, нужно сесть, скопировать один в один и называться бизнесменом при этом. Я понимаю, что Telegram сделал то же самое, и ВКонтакте, вот где мы сейчас этот вопрос читаем, они сделали ровно то же самое. Посмотрели на Facebook и сделали копию, даже цвета не поменяли. Ну, мое отношение негативное к этому. Я понимаю, что это приносит определенный бизнес-успех, но вы спросили мое отношение, я вам сказал. Так, Михаил спрашивает, вы смотрели прямую линию с президентом? О Путине речь, я так понимаю. Что, по вашему мнению, было самое важное в сказанном президентом? Вы знаете, да, вчера я смотрел прямую линию. Меня удивило, в очередной раз поразило, что Владимир Владимирович 4 часа подряд, нон-стоп, с одним стаканчиком воды в его возрасте выдерживает всю эту историю. Я знаю, что такое публичное выступление. Это трудно. Я читал лекции в университете, 2 лекции подряд. 1,5 часа и 1,5 часа. Это 3 часа. Это после этого тебе даже стоять на ногах не хочется. Ты просто хочешь лечь и уснуть. Он 4 часа это делает. Большое за это уважение. Это вне, не касаясь того, о чем он говорил. Просто смотришь, и он до самого конца держится в совершенно здравом уме, в здравой способности формулировать свои мысли. В общем, молодец. Вот по тому, что он говорил, что мне запомнилось, я даже вырезал кусочек из того, что он говорил, и послал нескольким знакомым. Он сказал, у него там спросили, что нас куда-то не пускают, а он сказал, нам и дома хорошо. Нам и дома хорошо, это он сказал, во-первых, а дальше я уже не помню. И вот эту фразу я зацепил. Мне кажется, что она как будто бы таким является сумматором всех 4 часов. Что да, проблемы есть, да, есть санкции, да, что-то не получается, есть инфляция, есть экономическая нестабильность, есть высокий процент по ипотеке, есть война, все это есть. Но
как бы нам и дома хорошо. Вот он это сказал, как-то мне показалось, что это... Ну, меня это зацепило, потому что тут обсуждаются, куда поехать на Новый год, куда полететь, в какую страну. И я на все предложения обычно отвечаю, что мне нравится путешествовать по России. Я не хочу никакие Таиланды, я не хочу в Турции. Я все меньше и меньше получаю удовольствие от путешествия за границы России, потому что там объективно хуже. Объективно в этих странах хуже. Это длинный перелет, это некомфортное проживание, это высокие цены на отели, это некачественная еда, это некачественное обслуживание. И все это вместе по сравнению с условно отелем где-нибудь в Суздале или где-нибудь в городе, я не знаю, там Сергиев Посад, где можно, ну, например, найти какой-то отель дорогой, качественный и получить массу удовольствия. В общем, все больше, мне чаще кажется, что и дома хорошо. Вот такое. Так, еще у нас несколько вопросов на YouTube есть. Про Go мы поговорили. Так, работаю SDET. Если бы я знал, что такое SDET, было бы мне легче. Наверное, Software Development Engineering Team какой-то. Тестер, может быть. Дошел до очень высокого уровня по меркам индустрии. Не получается качественно масштабировать свою деятельность. Есть идеи. А как вы понимаете, что вы дошли до высокого уровня по меркам индустрии? В чем это вы... на какие, Артем, метрики вы смотрите? Это мне даже интересно. Вот я сейчас про себя думаю. Дошел я до высокого уровня по меркам индустрии? Я даже не знаю. Я бы не мог бы с уверенностью говорить, что я там до какого-то уровня дошел. Качество масштабировать. А что значит масштабировать в вашем случае? Если вы эксперт, и вы себя видите экспертом, то масштабировать вас можно только через публикации, через публичную деятельность, через размещение своих идей в формате книг, статей, видео, вот, может быть, каких-то, где вы бы рассказывали о каких-то технологических достижениях, какие-то принципы излагали. Так вот бы им масштабировались бы вы. То есть, что значит масштабировать? Вы эксперт, и вы один. Давайте сделаем из вас видео, и пускай это видео посмотрит 10 тысяч человек. Вот тогда вы себя и помасштабируете. Вот этот способ масштабирования эксперта через контент. Следующий вопрос. Сколько коммитов нужно закоммитить в твои open source проекты? Это в мои, наверное. Чтобы ты позвал работать в свою команду. Может, нужно что-то еще. Ну, пришлите нам десяток pull-реквестов. Так, чтобы мы эти pull-реквесты смерджили. И мы вами заинтересуемся. После 10 точно мы захотим с вами поговорить. И захотим на интервью вас пригласить. И начнем в вас быть заинтересованы. Не вы к нам на интервью захотите попасть, не вы будете искать со мной связи, а я начну с вами связь искать. У нас были несколько таких людей в наши проекты несколько лет назад, что я не мог их найти. Я видел, что они контрибьютят, они присылают pull-реквесты, но я не знал, кто это, и пытался на них выйти. Я даже не знал, мальчик это или девочка. Были такие ситуации. Я просто не понимал, это какая-то аватарка, какое-то имя на гитхабе, но я вижу, какие интересные pull-реквесты присылает человек. И очень хотелось этого человека в команду. Ну, там несколько таких людей не выходили на связь, и я их искал. Это идеальный для вас сценарий. И проинвестируйте в свой профайл. Проинвестируйте в свой GitHub профайл через pull-реквесты в репозитории, которые вам кажутся, вам интересны как потенциальные места для работы. Выберите Google репозиторий какой-нибудь. Например, не знаю, возьмите язык программирования, Rust какой-нибудь. Ну, что-то такое, что прям центрально, интересно и спонсируется активно большими корпорациями. И начните туда контрибьютить. И вы увидите, что после, ну, может быть, не после 10-го, после 10-го это мы вами заинтересуемся, но Google вами заинтересуется после 100-го pull-реквеста. Однозначно заинтересуется. Уже за вами начнут выезжать и искать вас с целью поговорить. Следующий вопрос. Как думаете, что обычно больше влияет на поддерживаемость кода? Парадигма, встроенные ограничения, стандартная либо или договоренности написания кода в конкретном проекте? Ну, спасибо за вопрос. Ну, такое интересное, я думаю, как вам ответить.
Я думаю, что ограничения из вашего списка я бы выбрал бы даже не встроенные ограничения, а принятые в этом проекте ограничения. Ну да, встроенные, видимо, вы это имеете в виду. Встроенные в проект. Если в проекте много правил, много ограничений, много жесткости против программистов направленной, то в этом проекте будет качество. А если там много свободы и много расхлябанности, много вариативности, можно так, а можно так, то в таком проекте, конечно, будет низкая читабельность, потому что, это как в хоре, допустим. Возьмите, представьте себе хор, и все поют там 20 человек. И каждый поет, как ему нравится. Один так, другой по-другому, третий по-третьему. Вы будете слушать этот хор, вам будет некомфортно. Это все будет звучать очень неинтересно. Чтобы хор звучал хорошо, его дрессируют, с ним репетируют, их заставляют делать то, что им, может быть, не нравится. И говорят: ты звучишь хуже, плохо, мы тебя исключим из этого хора, уберем, поставим вместо тебя того, у кого голос ниже, допустим. А этого подвинем, а этого накажем за то, что он фальшивит вот в этих местах. Это дрессировка определенная, наказание в первую очередь, потом поощрение. И если у вас в программном проекте нет наказаний и одни поощрения или вообще ничего нет, просто пишите как хотите. Вот каждый пусть поет, как он хочет. Но вы получите какофонию, вы получите просто шум вместо кода. Так, давайте еще пару вопросов, и мне нужно через пару минут бежать. Пятница, вечер, у меня важное свидание. Прошу меня простить. Так, есть ли опыт использования Gitverse? Это от Сбера, я так понимаю, платформа. Стоит ли на него сейчас мигрировать в реалиях разработки внутри России? Ну и учитывая, что там прикольные вещи продвигают. Я вот, к сожалению, не знаю, что за прикольные вещи там продвигают. Если бы я знал, то я бы, конечно, вам бы его посоветовал. Но как-то мимо меня эта, видимо, реклама прошла. Надо подробнее посмотреть. Я не знаю. Я знаю, что это копия GitHub. Сначала с этого начиналось. Как все эти проекты. Они копируют функциональность GitHub, ничего не выдумывая. Pull реквесты там, pull реквесты здесь. Continuous integration там, continuous integration здесь. Git там, Git здесь. Copy-paste. Мы об этом поговорили несколько минут назад. Эти ребята сделали то же самое. Их можно понять, им дали приказ, они сделали. Когда будут прикольные вещи, я с интересом посмотрю. Пока я считаю, что GitHub наше все, и мы будем там. И я думаю, что просто нужно бороться за отмену всех этих санкций, направленных на технологический суверенитет, в который я не верю. Я считаю, что технологический суверенитет только убивает нас, и мы должны не за суверенитет бороться технологически, а за первенство технологическое. Мы должны быть лучше других технологически, а не отдельно от других. Если можно это противопоставить одно другому. Так, давайте еще я выберу пару вопросов. Сори, если я не отвечаю на все. Вот Артем спрашивает. Я хочу попробовать преподавательскую деятельность. Взяли в небольшую частную школу, но мне не нравится моя дикция. Из-за этого волнуюсь. Что посоветуешь? Как подготовиться? Посоветую уроки взять правильной дикции. Я этим занимался в свое время, и мне это очень помогло, и я даже иногда, я очень часто просто упражнения делаю на дикцию, и понимаю, что она у меня тоже далеко не идеальная, и много над чем можно работать. Это навык, это как спорт, вы должны просто тренироваться, и в итоге будет все хорошо. Так, ребята, последний вопрос, и я вас буду оставлять. Так, тут короткий вопрос. Перешел ли я на Apple процессор и какой MacBook использую? Прямо сейчас я с вами общаюсь с MacBook M2 у меня. Я его купил 2 года назад. Меня все устраивает. Я к нему привык, так что все нормально. Так, все, последний вопрос. Да, тут 2 вопроса. Не мучает ли меня совесть? Нет, совесть вообще не мучает. И последний. Люблю ли я пиво? Нет, ребята, я вообще не пью алкоголь. Никогда не пил в своей жизни. Не курю и не пью. У меня такой вот подход к своему здоровью, так что пиво я даже не знаю его вкус и не могу сказать, что я его люблю или не люблю, просто я против алкоголя как такового и, в общем-то, вас призываю к тому же. Я за здоровый образ жизни.